Всем привет! С вами Алла. Сегодня для вас будет общий расклад на один вариант на тему «Что дальше ждет вас по судьбе?». Итак, посмотрим все сферы жизни, что покажут карты, на что обратить внимание, какие уроки для вас приготовила судьба и какие сюрпризы. Напоминаю, что это общий расклад. Вы можете у меня заказать личный расклад. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Итак, поехали. Пятерка пентаклей. Так, пятерочка пентаклей говорит о том, что сейчас, видимо, не самый лучший период вашей жизни. Пятерка пентаклей – это либо сложное душевное состояние, это могут быть какие-то депрессивные периоды, это может быть потеря кого-то, либо чего-то. Это не обязательно про смерть, это могут быть, например, отношения, которые закончились. Это может быть потеря работы или ухудшение здоровья, например. Ну, то есть на сейчас есть что-то такое, вот, что у вас вызывает острое желание это изменить. Это как некое душевное страдание, еще можно так охарактеризовать. Сейчас в вашей жизни какой-то переломный момент. Переломный момент – это когда вы понимаете, что жить так, как вы раньше жили, вы больше не можете. Вот что-то закончилось в вашей жизни. В эзотерике это, ребята, еще называется темная ночь души. Может быть, слышали такое. Это когда произошли какие-то события, которые вас сделали другим человеком. И вы понимаете, что вы уже совершенно не тот мужчина, которым вы были, например, там год или 2 года назад. И на сейчас ваша основная цель – это собрать себя. Знаете, как собрать себя по кусочкам, собрать себя по фрагментам. У кого-то, так как это общий расклад, то у кого-то это указание на то, что вы эмоционально выгорели. У кого-то это показатель, что у вас проблемы по здоровью, и вам нужно очень серьезно заняться своим здоровьем. У кого-то это показатель на то, что, может быть, закончилась ваша сфера деятельности. Может быть, вы сейчас ищете новую сферу, пробуете себя в чем-то другом. То есть вы сейчас думаете о том, как начать себя собирать заново. В новой профессии, в новых отношениях, в вашем выздоравливании. У кого-то это может отыграться как вообще вот какая-то кардинальная перестройка вашей жизни. Если вы хотели куда-то переехать, в другой город, либо в другую страну, еще немного, и здесь вам, как Вселенная, покажет этот путь. Еще немного – это аркан повешенный. Ну, как правило, это максимум год. То есть в течение года у вас стабилизируется, ну, расклад общий, поэтому тут каждый сам подстраивайте свое что-то. У кого-то это переезд, у кого-то это новые отношения, у кого-то это новая профессия или новая работа.
Да, процесс, ребят, здесь не быстрый. Но карты здесь говорят про то, что вы еще не готовы до конца. Знаете, это как бабочка, которая для того, чтобы она родилась бабочка, ей нужно стать гусеницей вначале. Вот у вас еще идет процесс, в котором вы как бабочка, вернее, как гусеница, потихонечку превращаетесь в эту бабочку. То есть у вас сейчас процесс трансформации. У многих из вас на вашу трансформацию повлияла женщина. Для кого-то это отыграется как то, что вы расстались с этой женщиной, и у вас перевернулся весь ваш мир. И сейчас вам нужно собирать себя заново, вот просто по кусочкам. Для кого-то это отыграется как встреча с женщиной. И встреча с этой женщиной перевернула вашу жизнь в лучшую сторону. Ребят, расклад общий. Поэтому у всех тут будет, вот то, что говорю, у кого-то в плюс будут отыгрываться, у кого-то в минус. Потому что вас тысячи, и вы все разные, и у всех разные судьбы. Поэтому для кого-то я трактую как то, что встреча с женщиной перевернула в лучшую сторону вашу жизнь. А для кого-то я трактую, что расставание с женщиной перевернуло вашу жизнь. И тут уже, конечно, будет зависеть от вас лично, что вы за человек. Потому что если вы, например, у вас есть генерализованное тревожное расстройство, ГТР, может быть, у вас есть ПТСР, посттравматические какие-то расстройства, может быть, у вас депрессия, например, какой-то период, либо вообще вот с детства у вас может быть депрессия, то тогда сейчас это сложный период, ребят. И сейчас тогда вам нужно задаться вопросом, как себя восстанавливать. И расклад говорит о том, что жизнь будет вам помогать на этом пути. Жизнь будет вам давать подсказки, людей, возможности. Для того, чтобы вы смогли себя собрать. Для того, чтобы вы смогли себя привести в порядок. Если же ваш вариант, то, что встреча с женщиной в лучшую сторону вас изменила, то тогда здесь жизнь будет вам давать новые возможности в карьере, в достижениях. Это как период новых целей, новых каких-то желаний, возможностей. То есть вот эта вот императрица кому-то поломала жизнь, а кому-то наоборот дала крылья. У всех тут будет разное, так как расклад общий. Смотрите, если говорить, например, если все-таки ваш вариант это то, что женщина сломала все-таки вам очень многие аспекты вашей жизни, то здесь нужно понимать, что Вселенная вам эту женщину дала не просто так. Она вам дала ее для того, чтобы вы пересмотрели свои жизненные основы. Свои моральные ценности, свои приоритеты. Вот эта женщина, она могла, знаете как, с одной стороны вас сломить, а с другой стороны это как мясорубка, через которую вы прошли,
И на выходе из этой мясорубки вы чувствуете, что вы становитесь совершенно другой личностью. И для тех, вот у кого этот расклад резонирует, я думаю, что вы сами чувствуете, что вы гордитесь тем, каким вы становитесь. Вам нравится вы тот, вот которым вы сейчас становитесь. Потому что вот те ваши новые энергии, то ваше новое мировоззрение, которое у вас сейчас появилось и сформировалось, оно вам дает, во-первых, уважение к себе, гордость за себя и ощущение, что вы движетесь в правильном направлении. И вот все те годы, пока вы сидели вот в этой пятерке пентаклей, вот в этой разбросанности, хаосе, тумане, это были годы поиска себя. И если сравнить, взять ассоциацию с мясорубкой, то можно сказать, что вы на выходе уже из этой мясорубки, вот этой духовно-моральной, ментальной мясорубки. Я думаю, что у большинства отыграется все-таки, что вот эта женщина сломала жизнь. 80% мужчин вот сломала. И 20% это женщина, которая как бы наоборот помогла вам создать себя нового. Она дала вам крылья, вдохновила вас. Ну вот смотрите, как бы карты говорят про то, что вы действительно сейчас большой молодец, потому что в вашей жизни произошла какая-то очень серьезная закалка. Закалка вас как личности. На вот эту вашу новую личность, ребят, здесь могут приходить совершенно другие деловые партнеры, например, если вы в бизнесе. Могут приходить совершенно другие женщины, уже другое качество женщин. Может появляться из разных сторон те возможности, о которых вы никогда раньше даже не думали. Ну, то есть, как бы Вселенная вот под ваши новые энергии, она вам открывает совершенно новые возможности. И это круто. Поэтому те из вас, которые сегодня смотрят этот расклад, Вселенная вам как бы говорит о том, что несмотря на то, что ты находился вот в этой десятке мечей, растерзанный, побитый, уничтоженный, и сейчас это не обязательно про женщину. Это могут быть какие-то жизненные обстоятельства. Это может быть болезнь, потеря кого-то или чего-то. Карты говорят о том, что вы справились со своей духовной задачей, и вам нужно уже как бы немножко отпускать контроль и немножко разрешить себе расслабиться, потому что очень много борьбы было с жизнью, очень много было борьбы с собой. А расклад говорит, что прекращай бороться с собой, уже хватит, уже этого не надо делать. Перестаньте саботировать себя. Саботаж – это когда вы себя за что-то не уважаете, и вы как бы сами себя бессознательно наказываете. В общем, ребят, все у вас будет хорошо. Здесь важно, чтобы вы не теряли веру в себя, веру в высшие силы.
и помнили о том, что вас высшие силы ведут по вашему пути и вас поддерживают и наставляют. Если ваш вариант, что у вас сейчас есть вот эта императрица, то здесь очень хорошие показатели на то, что вы с этой женщиной сможете построить очень хорошее длительное отношение. И если для вас отыгралась что-то женщина, которая причинила вам боль, то для вас тогда информация о том, что благодаря ей вы стали лучше. Вы стали другим, тем, которым вы сами теперь гордитесь. Ну вот и классно. Так что вот такой сегодня получился для вас расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. И я уже в переписке расскажу вам, как проходит личное гадание и что для этого нужно. На этом всем пока.